Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для близнецов. Давайте посмотрим, что близнецов ожидает в этот отрезок времени, а именно вторая половина месяца апреля с 15 по 30 апреля. Какие же карты вам сегодня выпадут? Что интересного у вас произойдет и к чему нужно быть готовыми? Напомню, это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, будет перекликаться с непосредственно вашей ситуацией. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Буду очень-очень признательна за такую обратную связь с вашей стороны. А также не забывайте подписаться, если вы еще этого не сделали. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у вас во второй половине месяца апреля. Первая карта — повешенный. Тупиковая ситуация. Что-то, возможно, заставляет вас почувствовать себя застрявшими в каком-то подвешенном состоянии. То есть вы смотрите и понимаете, что вы не можете двигаться, не можете решить какой-то вопрос. Возможно, вы не можете сдвинуться с места, потому что не можете принять какое-то решение или не можете предпринять какие-то действия из-за ограничивающих вас обстоятельств. В конце концов, эта пауза и остановка, она позволяет вам посмотреть на вещи в другой перспективе, посмотреть на что-то под другим углом, да, вот как он висит в перевернутом положении. То есть вы оцениваете ситуацию, пытаетесь в ней разобраться. Тут же у вас рядом карта отшельника, карта такого мудрого, опытного человека, то есть вашей способности здесь применять свой опыт, свою мудрость, свои знания, да, здесь оценивая эту ситуацию. Также здесь кто-то из вас может обратиться к кому-то за советом, вот такой отшельник, да, кому вы доверяете, и он откроет вам глаза, заставит по-другому посмотреть на вещи. Да, человек, который обладает значительным опытом, мудростью, может быть, авторитетом и, возможно, помогает вам или направляет вас, соответственно. Поэтому карта отшельник. Также вы можете чувствовать себя как будто бы в тупике, в отшельничестве, в таком отчуждении, отдалении, или вас окружающие не понимают, и вам хочется от этого как спрятаться, уйти и побыть немножечко в таком состоянии этой паузы. Тут же карта император. Карта мужская, очень маскулинная, очень сильная. Дисциплина, лидерство, какие-то такие, знаете, способности контролировать ситуацию и управлять чем-то, предпринимать определенные действия. И она немножечко в противовес идет сейчас с этими картами, но тем не менее, возможно, вы в таком уединении или успокоении можете понять что-то для себя, да, как вам двигаться дальше вперед, в каком направлении двигаться. Может быть, вы готовы взять на себя инициативу в каких-то вопросах, то есть занять первенство, главенство в чем-то, ответственность, может быть, даже руководящую должность, понимая, что у вас много опыта. Не знаю, допустим, предположим, повышение по должности, по службе, которое загоняет вас в тупик, и вы думаете: боже, как я буду справляться с этой должностью? Но понимание того, что у вас достаточный опыт, знания для того, чтобы справляться с руководящей этой вашей должностью, которую вы получаете, оно дает вам ощущение этого влияние, которым вы обладаете, и способности, собственно, собраться, да, и находясь в таком состоянии, понять, что в этом есть свои плюсы, и это определенный период изменений, через который вы проходите, и который, возможно, вам даже и необходим в данном случае. Тут же тройка кубков, как праздник. Может быть, вы отмечаете это событие, допустим, или у вас здесь какая-то как нацеленность, направленность на то, чтобы быть счастливыми, чтобы что-то поменять в лучшую сторону, чтобы изменить направление или какие-то события, чтобы поменять в лучшую сторону. Может быть, в вашем социальном кругу возникают какие-то праздники, на которые вас приглашают. То есть здесь какие-то позитивные такие события или удачливые моменты, которыми вам захочется поделиться, или кто-то вам рассказывает, собственно, о каких-то таких вещах, и они вас каким-то образом непосредственно касаются. Давайте посмотрим дальше. Колесо фортуны. Колесо фортуны — карта удачи, успеха, фортуны. Да? Тут же карта Верховная Жрица.
Интуиция может помочь воплотить вам ваши желания или осуществить ваши мечты. Вы должны взять на себя ответственность и воспользоваться какой-то возможностью принять какое-то важное поворотное решение. Оно будет для вас выигрышным, удачным. Может быть, вам каким-то образом вот это сообщество, в котором вы крутитесь, подсказки какие-то дает, которыми вы должны воспользоваться. Также интуиция вам будет подсказывать, давать какие-то сигналы, предчувствия, собственно, да, как вам лучше быть, что вам лучше делать здесь во второй половине месяца апреля. То есть нужно этими подсказками воспользоваться, потому что они могут вас направить в правильное русло. И также здесь, да, ну вот как будто будут какие-то, правда, советы получается от там близких, от родственников, от друзей. И к этим советам стоило бы прислушаться. То есть какое-то общество, в котором вы крутитесь. Может быть, коллеги по работе. То есть вот там такая очень легкая, веселая обстановка, поддержки, тоже обстановка, и внимание к вам будет наблюдаться, и да, вам могут какой-то хороший совет, соответственно, здесь дать. Дальше карта принцесса мечей, вашей воздушной стихии и башня. Ну вот здесь что-то может быть для вас озарением, прозрением, и карта принцесса мечей показывает, что здесь могут происходить какие-то неожиданные перемены, как катализатор для того, чтобы расчистить путь. Неожиданным образом это может произойти. И здесь что-то внезапно меняется в вашем отношении к вещам или какой-то ситуации, да, и вы из этого состояния повешенного выходите. То есть вы смотрите на что-то с другой точки зрения. Здесь происходит озарение и понимание, как вам быть дальше, когда вы видите все в другой перспективе. Может быть, знаете, здесь благодаря вашей наблюдательности или способности попасть в какую-то ситуацию, в какой-то момент, где вы сможете увидеть вещи под другим углом и поменять свое отношение, тоже здесь может что-то такое происходить. То есть вы наблюдаете, смотрите, оцениваете ситуацию и таким образом принимаете здесь важное решение. И когда мы говорим про карту отшельника, которая здесь у вас тоже выпадает, и под ней карта десятка жезлов, то здесь, может быть, вы чувствовали, что кто-то вас не совсем понимает, что вы находились в ситуации, где кто-то, может быть, не согласен там с вашей точкой зрения, поэтому вам хотелось отдалиться, отойти как-то от ситуации, побыть в одиночестве. Что-то вас не устраивало из того, что раньше произошло в вашей жизни, и вы зациклены были на этой неудаче, на каком-то неуспехе, и вы боитесь повторения этой ситуации, и вы не замечаете каких-то хороших возможностей, которые вам даются здесь, которые вам предлагаются, или кто-то вам дает хорошие подсказки, потому что вы чересчур зациклены на каких-то прошлых проблемах. Вы прям в состоянии стагнации находились из-за того, что вы смотрели на эту ситуацию с такой грустью, печалью, да, что не хотели вы видеть какую-то хорошую возможность, хорошую какую-то возможность развития событий. То есть вам пришло время обратить внимание на те кубки, которые стоят за спиной этого человека, и использовать эти кубки в своих целях. И по десятке жезлов быть решительными, потому что решительность, она может окупиться. То есть вам не нужно бояться предпринимать какие-то шаги для этого. Вам не нужно тянуть на себе какой-то тяжелый груз, который вы на себе, скорее всего, тянете. И, возможно, есть как раз вот ситуация, время такое подходящее, чтобы это бремя с себя здесь сбросить. Неплохие достаточно карты на самом деле. Давайте посмотрим дальше. Карта принц Пентаклей или рыцарь Пентаклей здесь. И вместе с картой колесница. Кстати, я говорилась, когда была карта колесо фортуны, я назвала ее колесница случайно. Потому что, начало карты созвучно, да, колесо, колесница, движение к лучшему. Здесь прорыв вперед. Если вы здесь занимаете какую-то позицию руководителя, и по принцу Пентаклей, колесница, вы здесь можете хороший прорыв сделать вперед, соответственно, потому что здесь есть это движение к цели, это заряд энергии, который позволяет вам двигаться к вашему успеху. И благодаря вашей настойчивости, дисциплине вы можете хорошо продвинуться вперед к победе. И карта принца Пентаклей, он хоть и неспешный такой, но здесь он в такой комбинации с колесницей выпадает.
хотя он медленный, он обычно не о скорости, потому что здесь ваши шаги и действия, они все продуманные, они все детализированные, вы все продумали, вы все варианты рассмотрели, просчитали, вы подошли разумно, мудро к тем решениям, которые вы принимаете здесь. То есть это не какие-то спонтанные для вас действия, не какие-то внезапные действия, да, то есть вы здесь все хорошо продумали, соответственно, и сконцентрировались на достижении вашей цели. То есть здесь полностью вы целеустремлены, и, собственно, эта тройка кубков, которая здесь у вас выпадает, да, может быть, вы занимаете руководящую должность и руководите там этим коллективом, или вас там с чем-то поздравляют, если вы получаете эту должность, к примеру. Может быть, здесь какое-то как празднование этого повышения для кого-то из вас может быть. Ну, давайте посмотрим дальше, что здесь еще у вас может быть. Карта Туз Пентаклей, кстати, тоже как хорошее начало, хорошая возможность. Вот этот Пентакль, который вам дается. Шестерка мечей, перемены к лучшему. Шанс, возможность поменять что-то к лучшему и поменять в сторону большей стабильности, процветания, независимости вашей. То есть как будто бы то направление, которое сделает вас более, не знаю, самодостаточными. То есть вам не нужно бояться брать на себя инициативу, брать ответственность, отвечать за свой дальнейший путь, потому что вы здесь занимаете позицию вот этого вот лидера. А может быть, даже не знаю, здесь также может быть еще ситуация, знаете, вот я сейчас подумала, если мы говорим про отношения, ситуация, где какие-то отношения заставят вас посмотреть на вещи иначе, и это загонит вас в состояние такого тупика, может быть, отчужденности, потому что вы что-то узнаете, какую-то информацию, может быть, об этом человеке. Соответственно, да, это, кстати, может быть по императору какой-то вот, мужская карта, да, может быть, такой мужчина, если женщины смотрят. И тройка чаш иногда говорит о отношениях в любовном треугольнике, то есть кто-то может вмешаться, может быть так, это может сильно пошатнуть отношения. Но вот эта ситуация недопонимания, ощущение, что ой, я столько на себе тяну, столько беру, на себя взваливаю, столько обязательств, и вот такое вот здесь узнаю, оно как бы для вас будет таким сокрушительным, неожиданным, но заставит вас принять важное решение, что вам делать дальше, как вам поступать, собственно, в этой ситуации, как вам двигаться дальше в этой ситуации, какие изменения будут в вашей жизни происходить. Но то, что вы делаете правильно по тузу Пентаклей и карта Алхимик. То есть вы справляетесь с этой ситуацией, потому что у вас есть все ресурсы, все возможности по магу, да, есть все необходимое, все знания, опыт, навыки, мудрость, ваша интуиция, в конце концов, ресурсы и способность собрать воедино все эти качества, чтобы воплощать в жизнь желаемое, то, что вам хочется, то, что должно в вашей жизни произойти. То есть, соответственно, вас не должны пугать здесь какие-то такие хитросплетения судьбы или какие-то изменения, даже если они касаются отношений. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов мы завершаем. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вас зацепило это видео и нашло какой-то отклик с тем, что происходит в вашей жизни. Я буду очень-очень рада вам за любой комментарий или за то, что вы присоединитесь к зрителям моего канала на постоянной основе. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. До скорого.